Несмотря на катаклизмы смутного времени, Русь в своей народной среде сохраняла знания о месте присутствия Вседержителя и принципах духовного сплочения нации в точке престола Бога. Поэтому, несмотря на утрату земного центра управления, Небесный престол оставался живым, связующим элементом в системе бытия народа, что и позволило переварить смуту, реанимировать русский проект и возвести на царство новую династию. Тем не менее, ничто в мире не способно противостоять сценариям времени, прописанным в Апокалипсисе. Новая Россия вместе с династией Романовых, вместе со всем остальным миром были обречены. Предначертанный в Апокалипсисе проект царства первого зверя, выходящего из моря, то есть из области человеческих знаний, неуклонно набирал обороты с момента запуска печатного станка. Технологии совершенствовались, типографии плодились как метастазы, и тиражи отравленных книг бурными потоками изливались на просторы русской земли. Натиск иудокатолической культуры шел волна за волной. И к середине 17 столетия царь Алексей Михайлович и патриарх Никон стали себя неловко чувствовать в семье западноевропейских образованных стран. И они решают привести русские богослужебные сборники к более прогрессивному состоянию. Так сказать, чтобы перед порядочными людьми стыдно не было. И, конечно же, они обратились к самым дипломированным, заслуженным и авторитетным. На то время прогрессивное человечество считало новогреческие печатные образцы эталоном. Поэтому они и обратились к грекам. На самом деле Греция к тому времени уже более 100 лет находилась под властью Ватикана, и ее богослужебные книги были уже давно отредактированы иезуитами. Поэтому, желая вернуться к первоисточникам, Никон в реальности исправлял духовные книги по западным подложным образцам. Следующей волной, следуя общемировому тренду, иезуиты проталкивают проект Славяно-Греко-Латинской академии. Она открывается в Москве в 1687 году. Открывается на основе типографии, конечно же. И становится источником прозападного высшего образования, основанного на ложном представлении о Пресвятой Троице, о Логосе, о человеке, о творении, о небесном царстве и, самое главное, о принципах действия силы Бога, посредством которой реализуются такие сверхъестественные проекты, как преображение человеческой природы, или, просто говоря, чудеса. Все эти знания были целиком изъяты из зарождающейся системы нового академического образования. Вот таким образом, впервые в истории бытия мира на всей Земле стала создаваться глобальная система оболванивания под трескучими лозунгами о научном прогрессе, о просвещении и о высокой культуре западной цивилизации. В реальности производилась кастрация интеллекта. Любые проявления богоподобных свойств человеческого разума подавлялись на корню. Сфера мышления нововзращиваемой элиты искусственно удерживалась исключительно в узкоспециализированной материалистической клетке, не выводящей
мысль за формат видимой реальности. В Апокалипсисе так сказано об этой вселенской афере. И большая звезда, горящая словно светильник, светильник – это свет знаний, упала с неба, и упала она на третью часть рек и на источники вод. Реки – это проповедь, это средство массовой информации, то есть книгопечатание в их первоначальном виде. А источники вод – это источники знаний. И имя той звезды – Полынь, то есть горечь или отрава. И треть вод превратилась в полынь, и многие из людей умерли от вод, потому что они сделались горькими. То есть знания стали отравой, и третья часть человеческого бытия погибла от научно-технического прогресса. Апофеозом деятельности колдунов-ученых, Стерлигов, Т.М., стал, как известно, Чернобыль. Параллельно становлению системы лженаучных знаний происходила зачистка Руси от носителей истинного христианского богомыслия. Что сейчас, что при Никоне, дух Антихриста во все времена действует одинаково. Внешне все мотивируется пафосными речами о сохранении чистоты веры, об укреплении Руси и заботе о православном народе. В реальности же все происходит наоборот. Сила Антихриста руками самой же православной царской власти насаждали искаженное христианское учение, разваливали свято-троический уклад жизни народа и физически уничтожали сословие священников Мельхиседеков. Это главная ценность этноса, по которой определяется богоизбранность народа. Христианский проект держится на двух столпах. Первый – это непосредственно носители проекта Бога. Это избранники Божии, Мельхиседеки, наделенные апостольскими и пророческими дарами. Они являются богословами по благословению свыше. Второй столб – это сакральные знания Мельхиседеков, зафиксированные на материальных носителях. Вот именно на эти два направления и была направлена подрывная деятельность мировой закулисы Средневековья. Во-первых, через гонения физически были уничтожены носители живого духовного образования. Сам принцип получения знаний от Святого Духа был изъят напрочь из памяти народа. Образование стало исключительно книжным. То, о чем предупреждал апостол Павел, что буква убивает, а дух животворит, все было сделано наоборот. Ну и во-вторых, через книжную справу, богослужебные реформы и через непосредственное зажигание древних библиотек из памяти народа изъяли знания о Софии Божией и премудрости Мельхиседеков. Для возведения нового мирового порядка необходимо было зачистить землю от христианского свято-троического бытия. Петр I завершил дело Никона. По специальному указу все древние монастырские библиотеки были опустошены. Кроме того, существует легенда об еще одном указе, об уничтожении 300 старцев. Мы не знаем, какой была Святая Русь в действительности, и не знаем, каким является настоящий строй православного бытия, при котором происходит локализация новозаветного мира Христова. То есть Небесное Царство приходит в силе.
вполне возможно, что носители новозаветной энергетики могли жить по несколько сот лет. В любом случае, к началу синодального периода сословие старцев Мельхиседеков было полностью уничтожено. И русский народ оказался как без носителей высокого свято-троического бытия, так и без знаний о путях построения святого Христова Царства. И вся система уклада жизни огромной православной страны просела в землю. Вместо проекта Бога Русь запрягли строить проект Антихриста. Были, конечно, за синодальный период отдельные Мельхиседеки, такие как преподобный Серафим Саровский или святитель Игнатий Брянчанинов. Однако они сами находились, во-первых, в серьезной оппозиции к церковному официозу, а во-вторых, не могли уже сделать особой погоды, потому что народная масса уже была вовлечена в апокалиптические тенденции, подготавливающие как революцию 17 года, так и воцарение на всей земле системы первого зверя, нового мирового порядка. Важно отметить, что и старообрядчество никоим образом не является эталоном. Оно также впитало в себя тлетворные маркеры книгопечатной диверсии, потому что возникло оно во второй половине 17 века, а реки отравленной литературы хлынули на Русь уже с конца 15 века. То есть прежде чем начались гонения, успели родиться, вырасти и умереть несколько поколений. И они уже были воспитаны на искаженных образцах православия. Таинство Евхаристии к середине 17 века уже было разгромлено. Премудрость Божия уже была отсечена от обряда. И единственное, что смогли сделать старообрядцы, оставшиеся без священников Мельхиседеков, это просто зафиксировать знания о внешней форме богослужения на тот момент, каким оно сохранилось. И в такой форме оно и существует до сих пор. Таким образом, старообрядческая церковь, как и синодальная, не имеет ни малейшего понятия о природе новозаветного богослужения и принципах священнодействия с энергиями бытия. Наука о собирании разобщенного народа во Вселенский собор Христовой Церкви окончательно канула в лету в первой половине XVIII века. Поэтому старообрядцев, разбежавшихся по заволжским лесам, система не стала добивать. Они больше не представляли для нее угрозы. Пока мир находится в состоянии раздробленного времени, в любой цивилизационный проект с самого момента его появления сразу же закладываются тенденции, неизбежно ведущие к его разрушению. Потому что проект изначально строится в формате времени, в формате, имеющем начало и конец. Нельзя построить вечный дом на деревянных сваях, имеющих ограниченный срок годности. Поэтому и мессианское царство, той частью, что относится к нашему семидневному бытию, будет иметь конец. Однако самой макушкой оно уйдет в 8-й день, и это уже навсегда, на всю вечность. Только тот проект, что будет основан в системе вечности, в системе престола Бога, только он не будет иметь конца. Поэтому то, что Господь сейчас делает через нас, это уже навсегда, на всю вечность.